Поэтому естественно, что Путин от этого не отказывается, тем более опять появились информации, что где заявляется, что если бы не Запад, если бы не Соединенные Штаты и другие страны НАТО, то, конечно, Украина бы уже без сомнения была бы захвачена или принуждена к миру на условиях Российской Федерации Путина. К сожалению, будем реально говорить, это соответствует действительности, что Украина не производит никакого вооружения, по сути, ни снаряжения, не имеет ни денег, ни запасов, ничего. То есть все, что сейчас происходит, Украина держит фронт, это тяжелейший на востоке и на юге, это только благодаря западному оружию и западным деньгам и западным санкциям. Как известно, готовится 10-й пакет санкций против Российской Федерации Путина, и, естественно, они будут очень жесткие, очень жесткие. То есть, ну и Путин неоднократно говорил, что цели его вся клика, что цели будут достигнуты спецвоенной операцией, как они называют эту фазу войны с Украиной. То есть, ситуация, она фактически тупиковая. Она просто тупиковая. И пока она концентрируется, именно вся мощь Российской Федерации против Украины. Но с другой стороны, сейчас вот готовится визит там этого руководителя, который отвечает в Китае за иностранные дела, его готовится визит в Россию, и выступила представитель МИДа Китая, которая заявила, что главным виновником продолжающейся войны являются Соединенные Штаты Америки. То есть не Украина, не Российская Федерация, которая напала на Украину, что Китай по Будапештскому договору должен был защищать Украину, отстаивать интересы Украины. Вот что Украина не жертва. А что Украина практически сама в этом виновата, что Российская Федерация на нее напала, и что главным виновником, почему война продолжается, это Соединенные Штаты Америки, которым это выгодно. То есть это, по сути, на сегодняшний день уже официальная позиция коммунистическо-бандитского Китая Си Цзиньпина. К сожалению, офис президента молчит Украины, Зеленский молчит по поводу этого заявления, Министерство Кулебы иностранных дел молчит. То есть Китай, по сути, изменил свою позицию. То есть он совершенно уже стал на сторону Российской Федерации, и на весну готовится визит в Москву Си Цзиньпина. Вот это это совершенное изменение в мировом масштабе геополитической позиции. Очень важно также выступление сейчас Помпео, бывшего госсекретаря, а перед этим он ЦРУ возглавлял в Соединенных Штатах Америки, а у Трампа он был госсекретарем, который сказал, что надо искать компромисс, что он поддерживает Украину, но войны не должно быть. Очень серьезное выступление министра иностранных дел Италии, который сказал, Италия танки не даст, она не воюет с русским народом и так далее, и так далее. То есть кардинальное изменение, по сути, позиции Италии. Переход, практически принуждение Украины, что она должна начать переговоры с Российской Федерацией. То есть Китай, практически, я вам говорил уже, и Трамп, теперь Помпео, по сути, это республиканская партия. То есть они постоянно говорят, что, Киссинджер, само собой, и другие серьезнейшие фигуры в Соединенных Штатах говорят, что необходимо искать компромисс и, самое главное, прекращение огня. Вот это главный лейтмотив, который мы с вами видим. Уже не говоря про Эрдогана, Турция. Теперь опять отличился Орбан, премьер-министр Венгрии, активизировался чрезвычайно о том, что если бы Украина сразу проиграла, то уже был бы мир и так далее. Опять заявление 30 января
вот это президента Хорватии, они члены НАТО и члены Шенгена теперь, как известно, то есть Европейского Союза в полном объеме, о том, что никакие танки не пойдут, немецкие леопарды, в Украину, о том, что вообще не надо поддерживать в этом плане Украину, что нельзя дразнить Россию. То есть уровень целых стран, я подчеркиваю, это печально может быть для многих, но мы должны быть объективными реалистами. Надо освободиться от этого ража, от этого эйфории. Надо начинать думать объективными категориями. То есть все больше стран в Запада, в Европе, ну и прежде всего большая часть уже высшего истеблишмента США, а Трамп это кандидат в президенты на 2024 год выборы, они очень жестко заявляют о том, что необходимо прекратить огонь. Тем более, я вам тоже объяснял это, что все более США разворачиваются в сторону Тихоокеанского региона, в сторону защиты Тайваня, поскольку Си Цзиньпин должен по всем их как бы вот таким уже расчетам напасть на Тайвань где-то в 2025 году. То есть будет война, будет тайваньско-китайская война, и США будут, конечно же, на США, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, конечно же, Южная Корея, они будут воевать на стороне Тайваня. То есть грядет фактически вот эта Тихоокеанская война. Поэтому это серьезнейший вызов для всех. Ну, параллельно я вам говорил, что фактически начинается, и Папа Римский про это сказал, так, израильско-иранская война. Соответственно, она будет усиливаться, разрастаться. Ну и, естественно, с Турцией очень тяжелейшая ситуация разворачивается. То есть мы с вами видим, что возникают новые театры военных действий, и поэтому в этом плане Украина становится, она уже не в тренде, ее вам объяснял, посмотрите предыдущее видео, ее как бы уносит с этого основного фарватера, и, естественно, ситуация становится очень негативной для Украины. Танков, конечно, знаете, это несерьезно, это давайте реально говорить, то есть в ближайшие 3-4 месяца никаких танков не будет, а даже если какие-то поступят, то это очень мало. То есть мы же помним, даже тот же Залужный говорил, что ему надо 3 бригады, ему надо минимум 300 танков и так далее, и так далее. Тут речь идет о десятках пока танков. Никто не подготовлен, даже не хочу это объяснять, это и так все понятно. Следующий важнейший момент вот в связи с этим, то есть я вам показываю картину, чтобы вы понимали и принимали для себя соответствующие решения. Потому что есть бла-бла-бла, есть там вот эта вот, так сказать, эйфория, есть власть, которая села на денежные потоки, на вот эти, заняла командные высоты в государственном аппарате и так далее. Их интерес понятен, их совершенно, это зелено-желтого этого сообщества, их интерес совершенно понятен, и понятно, что они хотят продолжать вот этим заниматься. Но, конечно, при власти, при деньгах, при славе, при абсолютном попрании Конституции, это прекрасно. Это только мечтать можно было любому из президентов предыдущих, да, Кравчуку, Кучме, там, Ющенко или Януковичу или Порошенко, то какие сейчас возможности, полномочия имеет Зеленский и его группа, которая полностью находится вне контроля. По сути, давайте реально смотрим Конституцию Украины, есть абсолютное ее попрание, по сути сформирована клика, и совершена узурпация власти, и народ, как український народ, є єдиним джерелом влади. Єдиним. І здійснює владу безпосередньо. А потом идет и, так сказать, госструктуры, эти органы госуправления и местного самоуправления. То есть народ отрезан полностью на сегодня от власти, и проявлением этого являются, уже идут массовые аресты тех, которые так или иначе не хотят идти на войну, и их там вот лейтенант получил 3 года уже, и там другие, есть и оправдательные, но очень много уже суды начинают людей садить в тюрьмы
то есть нечем больше заниматься в Украине, за то, что они не хотят идти на войну. Но я считаю, что это очень опасно. Оно приведет к тяжелейшим последствиям. Почему? Потому что сама экономика, она уже обрушена. Экономика обрушена, и не секрет, Нацбанк еле-еле удерживает курс гривни, он постоянно понижается, то есть реально курс гривни сегодня 1 евро превысил уже 43 гривни. Официальный курс где-то 39 гривен 75 копеек, а так реально уже больше 43 гривен. Это катастрофа, это девальвация, инфляция и все остальные вещи сопутствующие. Как только начнет ухудшаться еще ситуация, то, конечно, будет взрыв. И вот давайте мы с вами вот этот момент, я на нем остановлюсь, а потом еще в следующем видео мы его расширим. Смотрите, что получается. Я думаю, там идут разные сообщения, что не нападут они на Киев, что у них сил нет. Конечно, прорваться на Киев они не могут, московиты, тут понятно. А мы должны говорить о другом, о критической ситуации в энергосистеме Украины и электрической. Видите, что в Одессе делается, в других городах и так далее. Так вот, смотрите, что происходит. Итак, 2 февраля будет 80 лет победы типа Советского Союза в Сталинградской битве. Конечно, там мог Паулюс ничего и не проиграть и так далее. Она шла с 17 июня 42 по 2 февраля 43 года. И тогда там сдались, это сотни тысяч немцев сдалось. И это был как бы очень серьезный уже перелом в этой битве. Так вот здесь что важно. Что уже Песков заявил, сначала появилась информация, что Путин едет туда на 5 дней, 30-го выезжает и будет там чуть ли не до 5 февраля. Песков сказал, нет, это не так, это якобы однодневный визит, и он заявил, что они скажут, 2 февраля это уже будет празднование. То есть мы имеем 30 января, да, то есть где-то в какой-то из дней перед 2 февраля Путин должен туда поехать. Почему заговорили о 5 днях? Как бы тогда понятно, что Путина не будет, он будет в Волгограде, туда ракеты никакие, беспилотники практически почти не долетают. И мы с вами понимаем, что должен быть удар, и мы это обсуждали, и другие эксперты говорят по Киеву, по центрам принятия решений. Поскольку все больше западных лидеров и других лидеров выступают против продолжения, то есть поддержки Украины и продолжения войны, говорят, что необходимо прекратить войну, то, в принципе, когда это может произойти? Когда Киев станет практически неуправляемым, правильно? Когда это будет? Когда будет нанесен вот этот удар баллистическими ракетами, и С-400, и Искандерами, и калибрами, и кинжалами по Киеву. Вот я думаю, я так думаю. Вот я выскажу такой самый поганый сценарий, который только может быть. Он должен быть по Киеву и по Львову, по 2 городам нанесен. Обязательно, потому что это должен быть акт устрашения, колоссальной мощи. Естественно, удар готовится. То есть стратегический центр, находящийся под контролем того же Олега Белоусова и Мишустина, он под контролем того же этого так называемого Кириенко по матери, по отцу он совсем не Кириенко, да? То есть идет разработка вот этого удара с помощью технологий, называемых штучным интеллектом и так далее, теории вероятности. Какой мощи должен быть удар, чтобы окончательно уничтожить электрическую и энергетическую систему Украины и разгромить соответствующие центры принятия решений. То есть судебная ветка власти я вам называл, да? Это Верховный суд, это Киевский апелляционный суд, очень такой, он представительно стоит на этой площади, это здоровенный небоскреб. Это, конечно, правительственный квартал, будем реально говорить, то есть, надо же быть реалистами, да, Верховный Совет, Кабмин, администрация президента, Дом с химерами и так далее. Это, видимо, удар по Киевскому вокзалу, и по недобитым еще электростанциям, подстанциям, высоковольтным проводам и так далее.
Вот с моей точки зрения, Путин должен это совместить. Он всегда такие вещи совмещает. То есть, если это второго, он должен там быть. Конечно, он всегда, так сказать, меняет эти процессы. Но правильно уже высказывалась точка зрения, что это где-то должно быть, вот, скажем так, с 31-го, назовем так, где-то по 6-7 февраля. Вот я бы так сказал. Поэтому вы не сидите там в Киеве, там таких, молодежь очень глупая, наивная, она ничего не знает, она живет в мире иллюзий, вот этих видео, реальности, 95-го квартала, разных шоу и прочее. То есть они никогда, они не знают, как говорят, не воевали вы, да, не голодали, не воевали, они не знают, что это такое. Старшее поколение знает, но ему никто не верит. При власти сегодня 40-летние и 30-летние. Соответственно, это все дети. Дети с песочников, которые набрали без знаний, без квалификации, компетентности, без инстинкта самосохранения. Это все так называемые компьютерные болванчики, основная часть. Поэтому они совершенно не воспринимают. Очень много девушек, женщин, которые вообще этого не понимают. Ну и огромная эйфория и пропаганда. Поэтому вот я бы высказал такую точку зрения, что не рискуйте. Потому что, то есть Путин не может остановиться. Ему надо во что бы то ни стало сейчас демонстрационная какая-то, ну, даже не победа, а такой акт устрашения и уничтожения центра врага. Он понимает, на фронте прорваться не могут. Да, там вот это Солидар, то все, но ну что, даже Благодатно и то их выбили, Угледар выбили, там их просто тысячи лежат. То есть и украинцы несут страшные потери, но и россияне еще больше. Поэтому ему нужен какой-то устрашающий такой, скажем, акт, который бы просто поверг всех в шок, и другие бы страны, и руководство поняли, что Путин не остановится.